Всем привет! Если вы ищете, как приготовить мягкую говядину или хотите узнать рецепт нежного мяса с подливкой, при этом потратив минимум времени и усилий, то это видео для вас. 10 минут подготовки, а дальше все сделает духовка. Никакой лишней грязной посуды, никакой обжарки, никаких хлопот. Многие пытаются готовить гуляш в духовке, но совершают одни и те же ошибки, из-за которых мясо получается жестким, а соус кислым. В этом видео я поделюсь секретом, как избежать этих ошибок, чтобы мясо получилось мягким и сочным. Для идеального результата беру кусочек говяжьей лопатки, полкилограмма. Тут мало всяких прожилок, как раз не придется с ним долго возиться и обрезать. Хоть я и использую говядину, но подойдет любое мясо. Свинина, баранина или что-то еще на ваш вкус. Нарезаю на средние кусочки, не мелкие, иначе мясо может быстро отдать сок и получиться суховатым. Оптимально 3 см. Теперь овощи. Лука и морковки нужно много. Они – основа будущего соуса. Режу лук довольно крупно и морковь крупными кружочками. Перекладываю все в форму. Ничего не обжариваю. В этом вся прелесть и простота рецепта. Еще немного соли и перца для вкуса и аромата. Можно еще добавить сушеную паприку. Теперь заливка. Тут есть два важных момента. Я обязательно использую муку для густоты соуса, и важно качественно размешать ее в воде. Если добавить муку сразу ко всем холодным ингредиентам прямо в форму, она может взяться комочками или дать привкус сырого теста, а мне этого не надо. Сюда же пару ложек томатной пасты и обязательно 1 чайную ложку сахара для вкуса, чтобы соус получился нежным. Иначе при долгом томлении томат может дать кислинку. Это не сделает мясо сладким, но уберет лишнюю кислинку от томата и придаст соусу более глубокий и сбалансированный вкус. Переживать нечего, сладким мясо не получится. Ну вот, собственно, и все. Все подготовительные процедуры выполнены. Заливаю мясо соусом, и теперь самое важное. Нужно качественно запечатать форму фольгой, прям максимально качественно. Если форма закрыта неплотно, вся влага уходит, и вместо сочного гуляша получается сухое запеченное мясо. Я еще кладу в серединку что-то тяжеленькое, чтобы капли собирались в центр и возвращались обратно в форму. У меня вот такой камушек с моря, можно еще положить монетку. Таким образом и влага не теряется, и в духовке ничего не течет. Дальше ставлю мясо в духовку при температуре 160-170 градусов на 2-2,5 часа, можно и дольше. Не ставьте духовку на 200 градусов. При высокой температуре мясо может получиться жестковатым.